Суп, супер суп. Мы сегодня готовим солянку с сыром, с охотничьими колбасками и с грибами. И для этого нам, друзья, понадобятся вот такие продукты. Добрый день, с вами Одессит на кухне. И вы смотрите эти продукты на нашей уютной кухне. И что нам первое понадобится? Вот у меня уже собралась такая соляночка. Как всегда готовил колбасы. И вот собралась такая нарезная отрезки от колбас. Охотничьи колбасочки у нас. Дальше давайте соль, масло, перец, как обычно, грибы, шампиньоны, морковочка, острый перец, картошка, лук, чеснок, соленые базарные огурчики, можно не базарные, можно ваши, если вы крутили их, лимон, укроп, ну и, конечно, сливочный плавленый сыр. Все, сейчас раздвигаю и пошагово вместе с вами готовим этот суперовый суп. И первый шаг я сделал за кадром. Я перечистил все, что можно. То есть морковочку, лук, чесночок. Все почистил. Начинаем с лука. Ребята, режем меленько, готовим казан. Я буду готовить в казане, вы можете в сковородке начать готовить. Либо просто, это можно готовить просто в обычной кастрюле. Меленько нарезаем лучок. И таким вот образом. Сейчас сразу покажу, что я делаю с морковочкой. О, лучок мы перерезаем. Чем мельче, не надо совсем мельчить, да. И также самую морковочку, где она у меня, вот здесь вот, да, натираю на крупную терочку. Морковочку натер, лучок нарезал, где-то грамм 100 масла наливаю. Есть 100 грамм масла. Буквально пару секунд, чтобы оно... Вот казанчик я всегда внизу так вот, чтобы стеночки тоже в масле были, тогда меньше прилипает потом. Хорошо вот так. О, есть. Ребята, идея возникла, потому что... Вот почему я назвал его суп-солянка с охотничьими сосисками и с грибами и сыром, конечно. Потому что было у меня пару пачек плавленного сыра. Думаю, что-то интересное для вас приготовить. Вот прямо с холодильника вот это нашел, я же говорю, вот эти кусочки. Докупил вот кабаносы, охотничьи сосиски. И вам это готовлю. Все просто готовится, абсолютно, повторяйте за мной. И у вас будет просто шедевральный суп, ребята. Все, морковочку и лучок сразу же в маслице. Протушиваем, обжариваем. А я сейчас вернусь к вам. Дальше режем грибочки. Ребята, грибочки не сильно мелко, не сильно крупно. Я перерезаю, ну, будем так говорить, произвольной формы. Я вот так вот режу, да. Произвольной формы еще там перерезаю. То есть произвольной формы вот так вот грибочки делаем. Ребятки, пока не тушится морковочка и лучок, мы на отдельной сковородочке немножко масла, нарезал грибочки и выпариваем воду с грибочков. Даже можно чуть-чуть обжарить, если получится. Но я обычно тушу грибы. О, все. Замечательно. Ну и дальше будем продолжать. А дальше я, ребятки, сразу, чтобы не отходя от кассы, да, вот у меня кусочки разной длины, я сделаю их одинаковые, не сильно крупные, не сильно мелкие. Вот где-то такие. Перережу вот эту соляночку еще больше, потому что я резал. Просто обрезал кусочки. Я иногда делаю вот эти кусочки, ребята, там с картошечкой, да, остатки от колбасы. То, что покупал, то, что делал сам. Есть остаточки, я всегда обрезаю и в морозилочку, в кулечек, либо в вакуум в морозилочку. И вот у меня собирается такая сборная соляночка из мяса. Грибы протушил, обжарил. Вот так вот получились. Морковочка, лучок готовы. Забрасываю вот мою сборную соляночку из колбас. Вот сюда. В лук и в морковочку. И дальше жарю, можно так сказать. Хотела убежать, но осталось. Все, перемешиваю. Перемешиваю, ребятки, и жарю. Покажу сейчас, что, как пойду. Вот она, видите? О, красота какая.
Шикарно. Жарим. А этим временем я начинаю резать картошечку. И мне нужно огурчики перерезать. Буду заниматься сейчас картошечкой. Буду заниматься картошкой. Картошку я отодвину пока для огурчиков. Это картошку я режу. Забрали у меня ножик. Вот он. Картошку я режу таким вот кубиком. Не сильно большим, не сильно мелким, но кубиком. Даже можно и поменьше было. Ну ладно. Получится тогда не кубиком, а такими брусочками. Режу огурчики кубиком мелким. Базарный, вот смотрите, какой у меня огурчик есть. Смачно. Как раз закусочный, да? Вот так вот. Все, перерезаю огурчиков. У меня был бульончик в холодильнике. Если нету, вы можете... Я, кстати, всегда делаю бульончик. Иногда даже замораживаю. Сделал бульон, в морозилочку, в судочке кинул. Когда надо, добавляю. Всегда наваристый бульон мы мешаем 50 на 50 с водой. Если нету, просто воды. То есть вот у меня бульон. Я только поставил, включил. Отправляю в бульон картошечку. Все. Этим временем, пока будет картошечка вариться, я порежу сосисочки кружочками. Именно кружочками. Вот так вот перережу. Раз. И кружочками нарежу. Огурчики я покажу потом, куда я кидаю. В этом супе. Небольшими вот такими. О! Охотничьи сосиски наши. Смотрите, какая прелесть. Вот кружочками нарезаю. Огурчики, колбаски. Огурчики мы закидываем там, где морковка и сбор моих колбасок для соляночки. А кружочками нарезанные охотничьи колбаски грибам. И обжариваем вместе с грибами на сковородочке. Перемешиваем и вместе с грибочками обжариваем. Напоминаю, здесь у нас морковка, лучок, сбор колбасок моих для соляночки и огурчики. Здесь у нас в бульоне картошечка, здесь грибочки и охотничьи колбаски. Отправляем наши сосиски и грибы к нашим огурчикам, солянке, луку и продолжаем тушить. Можно даже уменьшить немножечко газ, пока сейчас закипит и сварится картошечка. Если вы хотите, даже можно выключить, подождать, пока картошка сварится. Вот это основа для нашего супчика сырного солянки. Выдавливаем пару зубчиков чеснока в нашу уже сборную колбасок, лука, морковки, огурчиков. Смотрите по вкусу, я где-то штучки 4 давлю. Потому что у меня почти, в общем-то, будет почти что полный казан. Почти что. Перемешиваю и отключаю, жду, пока сварится картошечка в нашем бульоне. Ну или в воде у вас. То есть картошку можно варить в бульоне, еще раз говорю, либо в водичке обычно. Все, перемешал чесночок и выключил газ. Сварилась наша картошечка в бульоне. Как раз уже протушилась. Все горячее, ребята, буду показывать. В общем, у меня говяжий бульон. Почему вы спросите, такой темный? Вот, смотрите, какая красота. Я отключал. Посмотрите, какая красота. Все, сосисочки охотничьи здесь. Все. И чесночок, напоминаю, тоже здесь. Все, заливаем нашим бульоном вместе с картошкой. Картошка фактически до приготовления. Если надо, буду добавлять уже в бульон. У меня чистый бульон я залил. Почему я говорю, что бульон можно мешать 50 на 50 с водой. Так, ложечка. Ложечка здесь. Вот, смотрите, что у меня сейчас в этом. Да, буду добавлять, потому что густая достаточно. Смотрите, какая красота уже. Все, сейчас что я буду делать, ребята? Долью водички, наверное, все-таки. Дождусь закипания и буду солить, перчить. По вкусу, пробуйте. Ну и вернусь к вам, конечно. Смотрите, что у нас в казанчике, ребята. Добавил лаврового листа. Если есть, добавляйте, вкусно будет. Просто, ну, сейчас еще раз помешаю. Перед тем, как... Ребята, вот солянку, да, мы там томатом делаем. Здесь никакого томата. Здесь морковочка, видите, какой цвет уже. Лучочек, морковочка, жареные вот эти все колбаски. Шикарненько.
Все, теперь вот она закипела. Вы видите, что она кипит, да? Вот она. Я чуть-чуть дам, чтобы вы увидели, что она действительно кипит у меня. Я просто прикрутил. Вот. Кипит. Отправляю сливочный плавленый сыр. У меня две пачки сюда отправляю. И, конечно, перемешиваю. Ребята, передумал немножечко. Сказал вам, помните, посолю, поперчу, да? Подумал, что может быть сыр все-таки может тоже иметь соль, да? Я вот сейчас попробовал, немножечко досолю, но не сильно. По вкусу пробуйте. Вот только после, когда вы закинете ваш сыр, который я закинул, плавленый, сливочный. И буду пробовать. Попробую по вкусу. Если подходит, все, вернусь к вам. И последний штрих. Перчик закидываем. Вот так. О, намочили и закинули. Все, выключаем, накрываем крышечкой, пусть настаивается. Этим временем порежем укропчик меленько. Включили еще стиральную машину заодно, чтобы было веселее. Ребята, вы заметили, я укропчик отложил в сторону. Я не кидаю его в суп. Я его буду кидать прямо, когда буду пробовать. Сейчас разрезаю лимончик. Вот так вот, видите, как я разрезаю на две части. И полукольцами нарезаю. Видите, чтобы не давился. Верхушкой наверх, сок остается больше. Если развернете, будете давить ножом, сок вытечет на нашу досточку одесскую. Все, вернусь к вам, сейчас насыплю, сфотографирую, будем вместе с вами пробовать. Ребята, пока наш супчик с сыром, наша соляночка, да, грибами, охотничьими сосисками и не только настаивается, традиционный анекдот от меня, от одессита на кухне. Сходил на охоту, подстрелил утку, быстренько ее зажарил и съел. Мда, теперь я знаю, что такое дробное питание. Сфотографировал нашу соляночку с сыром, сосисками охотничьими, с плавленным сырком. Вот такая у нас красивая супчик-соляночка сырная. Но с охотничьими сосисками, не путайте. Не. Кстати, приготовлю вам солянку чисто сырную, ребята, из нескольких сортов сыра, ждите. Если вы хотите, пишите в комментариях. Так, ребята, смотрите. Укроп, лимон кинул после в тарелочку. Видите, можете еще там добавить сметанки, хотите. Я ничего не добавляю, просто вот так вот перемешиваю с укропчиком. Чтобы укропчик разошелся. У меня слюна течет, ребята, вы слышите, как я сглатываю, да? Тарелочка горячая, не буду поднимать, с вашего разрешения. Вот так вот попробую. Наберу всего ложку. О, вот, чтобы картошка была. Сосиска свалила. Вернем. О, вот она. Ребята, вот такая красотень. Давайте пробовать. Горячий. Ой, чуть настоялся. Подую. Ребятки, это что-то. Вкус сыра сливочного. Лимончик вот как раз раздавлю сюда. И, конечно, охотничьи колбаски, грибы у нас здесь еще, ребята. Это просто прекрасно. Ребята, сейчас остынет. Конечно, я его съем. А вы готовьте с нами. И, кстати, напишите еще раз, я же говорю, у меня есть рецептик именно сырной солянки. Суп сырная солянка. Интересно. Очень вкусный суп. Вам, наверное, ну это крем-суп, конечно. Я вас люблю, целую, обнимаю. С пальчиками, с колокольчиками. Приглашайте друзей. Просматривайте видео. Очень много уже на канале видео. Хороших, полных. С шаговым приготовлением. А вам и вашим семьям здоровья, добра, мира, позитива. До скорых встреч, друзья. Пока, пока.